Видео с очередного похода. Ночью был мороз, даже выпал снег. Вот видно все белое. Вот. Там вдали слева, как вы видите, это старое общежитие, давно заброшенное. Я сейчас вот на каменной гряде. Все тут поросло мхом. Какая граница? Вот там внизу, вот там, где вот я сейчас снимаю, там ручей. И вот видно, вот здесь вот все зеленое, мхом поросшее. И сразу же за ручьем все белое, все в снегу. Ну там нет камней, там нет мха, там ничего не заросшее. Там так, камыши, сплошные заросли. Вот так вот. Что я нашел? Значит, та-дам! Какая-то старая чья-то построечка. Очень, прямо очень кустарного производства. Куча мусора. Ну, в принципе, все как обычно. Вот такая вот построечка. Вот такой сейчас уже все позавалилось. Но что-то здесь когда-то было. Да. Вот такая вот загогульня. Ладно, идем дальше. Нашел, значит, вот это. В хуторе уже как в паре километров. Вышел к небольшому пруду. Такому. Только что вот буквально вот с этого места, вот по середине экрана, обнаружил 2 уток. Ну, естественно, они обнаружили меня раньше и взлетели, точнее улетели, недовольно покрякивая. Вот, кстати, рогоз, вот эта вот сосиска, она очень удобна для растопки. У нее есть вот он, вот этот пух. Искру от огнива ловит у нас. Так что я его, наверное, с собой возьму. Вот, вот так вот. Тихо здесь, хорошо. Вот, качеством видео, может, так не побалую, снимаю с телефона. Телефон такой бюджетненький, так что как есть, так есть. Вот, ну табуреточки, это бесподобно вообще прям. Я, наверное, даже возьму одну, посижу. Вот. Так вот. А так, да, здесь вот и рыбу ловят. Тут, конечно, разнообразием этот пруд похвастаться не может. Так, караси, окуни, сазаны, самые иногда. Такого, чтоб там щука, там всякие осетровые здесь не водятся. Простой став, тем более он искусственный. Так что такая вот вещь. А хоть он и глубокий, но он искусственный. Ну вот так. Да, нашел я такое место. Опять следы бобров. Кстати, небольшая ошибочка. Связался я со своими по рации и спросил. Все-таки есть у нас бобры, как оказывается. А я даже и не знал. Всю жизнь думал, что их нету. Жил себе спокойно. Теперь оказывается вон как. Сейчас попробую увеличить. Вон тоже сваленное дерево. Снимаю одной рукой, так что может подрагивать, подергивать. Вот такая вот вещь. И опять же возле этого стала. Там дальше идет забой каменный. Оттуда брали камень, везли на завод и превращали его в щебень, перемалывали. Вот, нашел я такое небольшое место. Здесь я, наверное, осяду. Вот там, вон она видно.
табуреточка. Вот там я сяду. Вот. В этом месте я когда-то был давно в детстве. Это было очень много лет назад. Так что, ну вот так вот будем осваиваться, останавливаться. Ну и дальше поснимаю. Вот. Моя морда, может, не сильно будет там часто в кадре попадать. Я в основном снимаю вот себя, так как я вижу. Вот. Ну, может, иногда вот. Да. Вот. Все, пока еще в снегу. Погода плюсовая, но все еще в снегу. Естественно, это все скоро потает. Естественно, грязь. Естественно, по колено. Вот, так что вот так вот. Так, ну, костер уже довольно неплохо разошелся. Дрова сырые. Все очень с трудом, так со скрипом. Это все разожглось. И я даже недалеко нашел порубленную охапочку дров. Кто-то, видать, оставил. Сырые до невозможности. Вот такую табуреточку нашел. Она у меня будет сейчас в качестве стола такого. Вот. Ну, как-то вот так. Еще немножечко. Да. В принципе, сушняка тут много. Вот. Но также же говорю, толку от этого сушняка, если он хоть и поваленный, должен быть сухой, но оно все сырое. Вот. Так что сейчас вот еще немножечко его костер подраспалю, чтобы посильнее как-то, и буду уже что-то готовить. Вкратце обрисую все, все, что я принес с собой из едьбы. Вот. Все это в таком, дым, зараза. В таком вот котелке самодельном, самопальном, из-под шахтерского самоспасателя. Вот. Тут сейчас одной рукой мне немножко неудобно. Сейчас я это дело сниму. Вот. Пока полюбуйтесь на костер. А я пока сниму. Вот. Чехол, который вы на нем видели, это все самодельное. Вот оно, самосшитое из бывших штанов. Сшил такое самое простенькое. Это типа на стропы молли можно на моем рюкзаке прицеплять. Вот. Все самопально. Вот. Я не гонюсь как-то за каким-то особым качеством, особым стилем, особой модой. Вот. Для меня главное, что это работает. Оно работает. Чехол есть и есть. Вот чехол. Вот там вот на хлебушке вот лежит как бы крышка. Вот. Все, что нужно, положил. И вот оно тебе есть. И вот такой вот котелок из шахтерского самоспасателя. Он уже вот немножко в ходу побыл. Вот на нем видно. Вот. Приделал к нему самодельную, просто кусок веревки на прошлом походе. Вот, нашел, точнее не веревки, проволоки. Вот, пожалуйста, вот тебе подвес. Сейчас подвешу, буду чай кипятить. Вот. Так вот, что я взял сегодня. Конечно, извиняйте тут за всю эту тряску, потому что я не штатив ходячий. Вот, показываю все с руки, а руки имеют свойство двигаться. Вот. Вот здесь у меня в такой баночке из-под лекарств, даже он бумажку еще не содрал, сахар, также немножечко соли,
4 карташины. Вот. Немножечко сала. Вот в пакетике тут. Вот совсем прям чуть-чуть. Вот. Хлебушек. Как же без хлебушка. Вот. Ну и гречки, 2 пакетика, но я даже не знаю, буду я их варить или не буду. Обыкновенные вот эти гречка в пакетиках, ложишь 15 минут, и она варится. Обычно там или с сосисками, там или еще как-то. В принципе, неплохо. И все это добро вмещается вот в этот вот котелочек. Вот. Ну еще вот такая вот тоже туда же. Китайская мультитулка. Мультивтулка, блин, больше, а не мультитул. Такая ложечка маленькая, меньше, чем обычная столовая. Потом, я же говорю, все это, конечно, извиняйте, все это шатается, может что-то из кадра пропадать. Ножичек такой, ну, в принципе, неплохой такой режек. Вот, я его поднаточил, заточил. Вот это самая бракованная часть этого мультитула. Это типа открывашка. Она ничего не может открывать. Она вот даже, может, видно, она уже вся гнутая. Гнутая-перегнутая. Попытался вчера открыть ей банку купорки, там, банку огурцов. И она согнулась. Банку-то я так и не открыл. Ну и вот вилка. Вот. Ну а что еще нужно? Ножик, вилка, ложка. Что-то порезать, что-то вот вилочкой покушать, что-то ложечкой зачерпнуть. Вот. Ну вот это вот я ее, может, просто вытащу. Может, на что-нибудь другое заменю. Выточу что-нибудь, может, отвертку какую-нибудь там или шило. Глядишь, пригодится. Вот такой вот мультитул. Вот. Так, костерчик уже, в принципе, неплохо разошелся. Да, решил я, в общем, сварю себе все-таки гречки. Вот, налил себе сюда воду под гречку, сюда под чай. Вот, сделаю чаек. Вот такое вот у меня скромное туристическое мое убранство. Ни в коем случае никакого бушкрафта, никакого выживания, просто поход. Такие вот дела. О, огонь прям хорошо так разошелся. Блин, надо бы табуреточку-то убрать, а то мало ли чё. И немножечко мыслей по всему этому поводу, что я вообще сюда приперся. Вот. Немножечко рассказа, немножечко мыслей. Вот. Немножечко о жизни, так скажем, моей. В общем, что сюда припер? Что сюда пришел? А пришел я вообще сюда за подснежниками. Вот такая вот штука. Сижу я, в общем, такой с утра. Ко мне подходит моя бабушка, горячо мной любимая, и говорит: внучек, ленивая ты задница, сходишь ты бабушке за подснежниками. Вот. Ну, а внучек что? Внучек рад стараться. Собрал в охапку свое добро. Вот. И понесло внучика за подснежниками. И подснежники я-то, конечно, нашел. Они тут в ближайшей балке. Правда, они какие-то очень маленькие, их очень мало. Я даже не знаю, срывать их или не срывать. Вот. Так, тут что-то я, наверное, немножко с чаем я переборщил с водичкой. А вот на гречку оставил очень даже мало. Поэтому я, наверное, перелью. Вот, а на чай мне хватит. Кстати, вот беру без всяких прихваток, без всяких там мудрых там ручек, не ручек, которые там не обгорают, не просто обыкновенные сварочные брезентовые перчатки. На них вон и посидеть можно спокойно. Себе под зад положил. Очень даже неплохо. И вот такая вот как бы прихваточка. Вода, кстати, закипает, что здесь она уже закипела. Поэтому я тут,
говорится, во время своего трепа я тут немножечко и готовкой тогда займусь. Подсыпем немножко соли и будем варить нашу гречу. Так вот. Ладно, пойду я пока за чайком. А чаек у меня будет особенный, не домашний, не пакетик. Сейчас покажу, какой. Даже паузу не буду делать, он у меня уже здесь есть. У меня просто шиповник. Шиповник заблаговременно собранный. Я его сейчас просто высыпаю в мою, точнее в мой котелочек. И он будет там сейчас кипятиться. Минут 5 покипятиться. Кстати, я что-то балбес гречку-то. Время-то не засек. Сколько я с вами тут уже трындю. Минуты, наверное, 4. Вот еще 10 минут. 35 минут. Надо будет снимать. Вот. Ну так вот, продолжим мой треп. Если вам, конечно, не надоело. Природа — это что для меня? Вот я вышел, как говорится, пришел на место свое, да? Вот. Ну вот это где я сейчас, это не мое место, я здесь сейчас в первый раз. Вот. Так, чтобы прийти, там что-то поделать, там костерчик, там что-то поготовить, что-то поснимать, что-то пофотографировать. Извиняюсь, ножик мешает. Вот. Кстати, я там, не знаю, я вот это трендю, меня там видно, нормально, чи не видно. Надеюсь, видно. В общем, приходишь ты на место, да? Разжег костер. Причем разжег его не просто там спичками, там все. У меня есть огниво, у меня есть такой вот костровой набор, мною собранный. Все это дело умещается вот в таком футляре из-под очков. Он такой жесткий, он закрывается и все, он тут на пружине, все как бы нормально. Все это дело я потом ношу у себя вот здесь, вот тоже все сшито с того же материала, с той же штанины, что и у меня сшит мой чехол для вот котелка. Вот. И что? И вот тут у меня здесь огниво, там спички, там сухое горючее. Вот. Потом что? Эти ватные диски, пропитанные парафином, очень хорошая вещь. Вот. Вата очень хорошо разжигается, а парафин потом делает свое дело. Огневом чвырк, собственно, и оно все очень даже неплохо разжигается. Вот. О, как кипит у меня тут хорошо все. Как хорошо кипит, прям радости. Полный штаны. Так что такие дела. И вот да, не могу подвести все к одной мысли, слишком долго говорю. Надеюсь, вам это не слишком скучно. Буду исправляться в следующий раз. Вот. Ну, выходишь ты на природу. Тишина. Птички вон поют. Вот сейчас весенние птички поют. Тихо, хорошо, нет никого. Такое единение с природой. Когда вот я сейчас вот это все приготовлю, когда не будет ничего слышно, вот этого булькания, ничего, просто сидишь, пьешь чай, и, ребята, тишина. Тишина такая. Так, именно тишина такая, что аж уши закладывает. Что закладывает уши.
Вот. И... Ну что я могу сказать? Ну хорошо же! Вот. Так, ну вот у меня чай, в общем, тут вскипятился, пока я тут с вами беседовал. Вот, значит, моя прихваточка. Ох, он за малым, прямо за малым не опрокинулся. Чаек мой. Он тут даже немножко подвыкипел. Сейчас мы это дело... Вот такой. Я лично не люблю магазинный чай. Вот честно вам скажу, я не люблю магазинный чай. Терпеть его не могу. Вот. Я стараюсь, если вот именно что-то там брать из дома, это вот вода и вот разве что там вот эта картошка, там сало. Ну, чай я всегда беру на природе. Потому что у нас в нашей местности растет очень много шиповника. Очень много шиповника. И поэтому куда бы я ни пошел, ай-яй-яй, куда бы я ни пошел, я везде могу попить чая из шиповника. Чая из шиповника, да. Вот, и вот тут, в принципе, не дюжи-то много получилось. Сейчас мы немножко добавим сахарку. Вот. Кружка у меня такая вот, термокружка от компании Сплав. Вот я, надеюсь, видно. Сплав. Купил, доволен, как порося. Вот. Она у меня и на работе, и в походах, и везде. И я из нее все это дело пью. И чай, и воду. Простую и непростую. Вот. Ну, в смысле, не простую, не огненную, не думайте, ничего такого. Вот. Просто, ну, нравится она мне, ребят. Просто она мне нравится. Люба она мне. Можно так сказать, немножечко сахарку. Сейчас это дело все взбултыхнуть. Удобно, блин. Вот. Ну и пусть он настаивается. Минут так несколько. Костерчик что-то приуныл пока. Гречка что-то вместе с ним приуныла. Надо подбавить. Вообще, наверное, мы сделаем так. Вот так вот мы сделаем. О, и сразу все закипело, пока там костер разгорится. Я как бы, да, немножко про себя говорю, может было слышно, может не было слышно. Я как бы не сторонник особо такого большого долгого трепа, вот, в любых его проявлениях, как бы, ну, не словоохотливый я, что ли. Вот, так, что там с речкой-то, что там по времени? Ага, речку пора снимать. Вот. Но я же тут вроде как видео снимаю. Вроде ж как с вами общаюсь. Вот. Дорогие мои обитатели Ютуба и любители посмотреть, как люди в поход ходят. Вот. Поэтому надо же как-то вас забавлять, что ли. Вот. Поэтому будем трепаться. Трепаться, по пути готовить. Вот. Ну как я буду есть, я вам показывать не буду, а то это как бы будет
немножко несправедливо по отношению к вам, а то вдруг кто-то из вас кушать хочет, а я тут сейчас такой хомячить буду. Вот. Да, прошу прощения за такую косо-кривую съемочку. Просто телефон у меня сейчас. Я все это время пока снимал, он у меня был закреплен на ветке с такой опаской, что он в любой момент может просто оттуда навернуться. Вот, все-таки решил я заснять, как я кушаю. Да простят меня все зрители, которые это смотрят. Просто я что хотел, забыл сказать. Я же с собой вот коврик-то взял. Коврик такой хороший, ижевский. Вот. Ижевский коврик. 8 миллиметров, по-моему 8. Да, по 8 миллиметров. Вот. Я навернулся. И просто я не знал, вообще пригодится он мне или не пригодится. Когда сюда пришел, думал, что походу он мне не пригодится, потому что здесь такая местность, тут склоны одни, тут его как бы постелить толком негде. Но потом думаю, табуреточку поставил, его так подрастелил, подприсел, попе тепло. Ну а что думаю, а что бы нет. Вот. Ну и поэтому вот так вот. Ну правда, ветер вот все время в меня дует. И весь дым от костра идет ко мне. Поэтому я приду домой в таком сырокопченом виде. Вот. Кстати, пока там костер, не знаю, видно его или не видно. В костре сейчас у меня печется картошка. Картошка печется у меня в фольге. Вот. Раньше я как бы, без фольги ее просто, как обычно мы вот печем картошку, да? Угли подраскинули, картошку туда кить, вот. Угли засыпали, ждем. Вот. Я решил в последнее время делаю ее в фольге. Она запекается более-менее так равномерно, не подгорает. Вот. Не потом, как бы она потом не взалея во всем вот этом вот, во всем этом деле. Вот. Так что, как-то вот так. Хлебушек. Как же без хлебушка? Как говорил один человек, хорошо-то как. Не, действительно, сейчас карима тут я вдвое сложил, и прям так вообще тепло под задницей. Неплохо. Сижу, считаю, как бы на земле, и нормально. Ну что еще сказать? Действительно хорошо. Место хорошее. Тут недалеко креница. Она вот в той стороне. На бугру у нас есть креница с чистой водой, действительно чистой водой. Вот. Иногда хожу мимо того места с пустыми фляжками, дома воду не набираю, набираю там и уже иду туда дальше. Там балка, там подснежники. Да, я же за подснежниками пошел. Да.
Дым просто бесподобен. Так не пойду. Ну, в принципе, это не один я знаю. Кажется, где ты сидишь, туда дым и дует. Сейчас пересяду на ту сторону, он будет дуть туда. Классика жизни. Я впервые пользуюсь этим мультитулом. Таким ложка-вилка, да, ложка-вилка-лежек. Ну чё, в принципе, неплохо. Мне нравится. Ну вот так, ну что я могу вам еще сказать? В ночные походы я пока что, ну, в смысле на ночь, ночевка, я пока еще не собираюсь. Потому что у меня есть снаряги-то такой сейчас особо нет. У меня есть спальный мешок, но у него температура, комфорт там от 20 там, до 8 градусов, по-моему. А сейчас у нас около 4 градусов. Поэтому я бы там замерз по-любому. У меня есть палатка. За смешные деньги, елки-палки, я ее купил за 220 рублей. Да, вы не ослышались, за 220 рублей я ее купил в гипермаркете Магнит города Ростова-на-Дону. Ну, для лета палатка обалденная. Я ее разлаживал, она очень даже неплохая, каркас хорошо держится, ничего не ломается. Есть эти москитные сетки, все как надо. Там эти штормовые оттяжки. Все есть. Но зимой в ней не. Даже сейчас, не то что зимой, сейчас. Не. Вот. А так, если я, конечно, палатку, спальник собираюсь взять нормальный еще. Вот. Спальник у меня в виде не кокона, у меня в виде одеяла. Вот, так что еще же это все, что палатка, что спальник, я их купил летом. Этим летом. Точнее, нет, ну как, летом прошлого года, точнее, вот, да. Я их купил. И ни разу не пробовал. Да, я надеюсь, меня тут люди простят за то, что тут как свинья с набитым ртом болтаю. Ну а так, пока что такие однодневные походы. Там, в обед вышел, вечером пришел. В принципе, неплохо. У нас тут даже отходить-то особо от моего хутора далеко не надо. Тут в радиусе 4 километров тебе и балка, и равнина, и степь. И вот такая каменная такая местность. Вон, пруд рядом. Все это в радиусе 4 километров. Никуда не надо ездить, никуда не надо далеко ходить. Тут прям разнообразие. Что я могу сказать? Вот. Так, все, гречка у меня закончилась. Обратно я планирую пойти не тем же путем, как пришел, а пойти как раз через Криницу. Я ее засниму. Вот. Хороший мультитул. Мне нравится. Он главное, что он работает. Для меня больше, ребят, честно. Больше ничего не надо. Он работает, и все. Вот в нем есть ложка. Я только что этой ложкой воспользовался. Я и покушал, нормально покушал.
Вот надо будет вилка. Елки-палки, вон что. Наковырнул, поел, она работает. Надо ножик, что-то мелкое там, того же сала там кусок отрезать. Пожалуйста. Ну хотя у меня, конечно, есть такой ножик. Мой походный. Дорогой мне, дорогой сердцу, можно сказать, извиняюсь. Вот. Так что скоро будет готова картошка. Но я уже совсем прям не буду наглеть, чтобы при вас уже и картошку есть. То скажете, совсем Ваня охренел. Вот. Как-то вот так. В общем, встретимся уже мы, когда я буду собираться и выходить в обратный путь. Вот, краткая вставка. Вот отсюда видно вот мой хутор. Вот. Вот такой вот, в принципе, вид на столб, да, открывается замечательный, вообще очень хороший столб. Он, в общем, вот такой вот вид открывается. С камеры, конечно, всю краску не передать ни в коем случае. Но вот я вот сейчас стою на этом бугорочке, тишина. Недалеко плещется ручеек, прям слышно, журчит. Красота, елки-палки. Вот. И вот сейчас иду по, считай, снегу. Вот. Буквально 5 минут назад я шел по грязи, которая грязь сошла по колено. Теперь я иду по траве и по снегу. Вот. Я не удивлюсь, если скоро пойдут сугробы. Ну вот небольшой глиняный промежуток. А так вот опять вот снег везде. Почти везде снег. Вот я уже скоро дойду до Креницы. Там и включусь. Вот мы, собственно, пришли. Вот такой небольшой здесь курган. Вот она, собственно, сама Креница. Наша хуторская Креница. Но здесь я не знаю, тут грязищи полно. Постараюсь сейчас спуститься, вам показать это дело. Вот. Вот такая вот Криничка. Вода здесь всегда зимой и летом чистая, холодная. Ну, прохладная. Прохладная водичка. Правда, вот поросло что-то тут. Раньше не было. Это что-то прям поросло. Все поросло. Такая вот Криничка. Вот. Ну, на этом я, наверное, думаю, все. Вот, потому что сейчас я водички попью. Может, даже наберу во фляжку и пойду домой. Я так, в принципе, уже по пути домой. Вот. Краткий вывод. Сегодня было хорошо. Несмотря на то, что погода была не ахти, грязь, снег, сырость на высотах, вот где там где высоты там более-менее там и деревьев нет, там ветер такой, что уши закладывает. Вот. А так все, в принципе, прошло неплохо. Вот, даже опять снежок идет. Ну, надо что. Вот такой вот вывод. Ходите в походы, любуйтесь природой. Вот. Единственное, что не загаживайте ее. Вот. А так, всем добра.